Так, приветствую вас, мои немногочисленные телезрители. Я сейчас из хостела собираюсь на прогулку и постараюсь записать вам еще один маршрут передвижения по Убуду. Так, это вот мой хостел, выход из моего хостела. Вот так вот выглядят окрестности мои. Короче говоря, я в гуще событий. Тут просто такой как бы рынок крафт-арт, короче говоря. Я нахожусь прямо в центре. Сейчас мы двигаемся в сторону кафе «9 ангелов». Вот здесь вот такой вот оживленный ресторан. Он обычно вечером очень оживленный. Сейчас время первой половины дня, в районе там 11 часов. Так, не туда. На самом деле надо идти в другую сторону. Ну вот рядом со мной этот аттракцион Fish Spa. Он прям рядом со мной находится. Ну, тут прекрасные девушки гуляют на Бали. Тут вот продают мангустины, манго, орангутаны. В общем, такая атмосфера южного хорошего курорта. Вот здесь вот такой типа арт-рынок. Ну тоже крафты, там всякие подделки, сувенирчики. Как бы арт, это как бы громко сказано, там его почти нету. Там в основном рукоделие в основном. Вот видите, светофора нет. У человека есть работа. Ну, вот здесь. Да, вот это вот местный рынок всякого крафта. Handmade, крафт, сувенирчики, магнитики, ну такое вот. Что-то можно на самом деле интересное найти, но ковыряться надо очень долго. В основном, на мой вкус, барахло. Но я смотрю, что люди просто что-то хотят оставить о Бали и прям что-то хватают. Некоторые предметы так ничего есть. Но нужно время на поиск. Но еще поторговаться нужно. Иначе хотя они здесь нормально, в принципе, опускаются в цене. Тоже такое хорошее атмосферное место. Тоже постоянно вечером оно постоянно забито. Сейчас просто 12 час и соответственно людей маловато. Вот очень красивое место. Вообще идешь по Бали и глаза разбегаются от этой красоты. Природа вместе с всякими арт-объектами. Все
Все это перемешивается в такой единый микс. Такие люди сервильные, да, то есть... В общем, а вот сегодня вот такой курс. 15 875. Когда я приехал, было 15 300. Вчера было даже почти 16 было. Ну, вот сюда мы заходили, снимал я короткие видео по поводу этого. Ну вот тоже, да, то есть хорошо, прям хорошо. Природа. Вместе с какими-то художественными вещами смотрится. Вот такая стройка кругом в Убуде. Тут такой серьезный инвестиционный процесс. Вот видите. Видите, какие адские места приходится преодолевать. Вообще здесь пробки. Здесь-то вокруг хорошие места, но тротуары, дороги, ну так себе. Так себе. Тут надо, конечно, что-то как бы это подрегулировать. Ну, мне кажется, в целом, вот видите, очень такие стильные веранды, и прям их одна за другой. Ну, здесь такое, там, горячие блюда, там, наверное, $10, там, 8, наверное, 7-8 минимальная, наверное. То есть я так немножко поел, там, пиццы поел. Курицу какую-то ел в таких относительно недешевых местах. Ну, я, во всяком случае, там, где я ел, я не был восхищен. Пицца была еще, пару раз пиццу ел, да, еще туда-сюда. А курица прям, ну, мало, невкусно, дорого. Ну, в общем, вот так. А, и салат, кстати. И салат просто ужасный. Какие-то фасольки там, какие-то листья с каким-то ужасным соевым соусом, таким прям дешевым. И поэтому вот какие-то вот такие местечки вот туристические. Здесь можно находить какие-то маршруты, куда-то съездить на день-два. Ну, остров-то не громадный, поэтому далеко тут не уедешь. Ну, в принципе, надо рассчитывать, как бы, что вы за этот день потратите $30-50 на человека, да, то есть примерно так. Это прям не страшные расходы для такого места. Ну, будьте готовы. Остров, мне сказали, в длину 90 километров. Не знаю, ошибаюсь я или нет. Здесь очень много интересных людей в Бали встречаешь частенько. Рядом со мной живет марокканец, который говорит по-французски. Один буддист из китайской Монголии провинции. Он там каким-то гонениям подвергся. И, в общем, сейчас тоже мотается по миру. Он такой шумный буддист. Он курит, катается на мотоцикле, громко разговаривает. Молодой. Как бы люди из Китая, какие-то бабушки. В общем, почти каждый день что-то меняется в моем хостеле. Когда-то люди путешествуют, что-то их не устраивает. Ну, сколько шума. Что-то их не устраивает, они едут дальше. Ну вот, обратите внимание, какие тут магазинчики, кафешки. В общем, не так уж плохо. Не так уж плохо. Вообще хорошая атмосфера.
какой-нибудь переулок сворачиваете, и там еще какой-то интересный, какая-то интересная местность, и еще, и вот, короче, это, причем это не кончается. Идете, я вот тут шел час, и за час я дошел только до какого-то моста, и там не кончалось. Но это, правда, уже не туристическая зона, но тем не менее она тоже довольно интересная. Там какие-то, не знаю, водопады. Буйство природы. Вот сейчас иду в вегетарианское кафе, где, ну это даже не кафе, это буфет. То есть вы должны набрать себе какие-то блюда, а потом помыть за собой тарелки. Это такая как бы сева. Ну кто в Индии жил, понимает, да, что такое сева. В общем, так, товарищи, еле как протиснуться. Вот такие вот тут пробочки, да, то есть, ну, они не гигантские, но тем не менее движение постоянно затрудненное. Это лучше, чем в Непале. В Непале еще хуже жить пешеходом, ну, во всяком случае, в Катманду. Здесь немножко получше. Ну вот видите, ребята из России, да? Ну вот они, эти турпоездки. Вот они, турпоездки. Вот. И так вот местные жительницы, они каждый день делают такие вот маленькие подношения. Это каждый день. Когда идешь по городу, очень часто встречаются вот эти штучки с цветочками, с какими-то там фруктиками, какими-то палочками. Это как бы по отношению их духом каким-то там. У них тут чисто какая-то разновидность индуизма вперемешку со своим каким-то там, я пока тоже это очень мало знаю, со своим каким-то океаническим язычеством. Но здесь очень многие люди похожи на персонажей Моаны. Я об этом говорил. Это где бы я ни был в Азии, это первая раса такая, которую я увидел, которая не похожа вообще ни на что. Вот видите, вот эти кругляшки, шарики. Это не просто шарики, это обычные яйца куриные. Вот такие тут идеи дизайна, да. Вот так вот. Ну, и такой вот монах. Здесь вот такой есть Дона гестхаус. Ну, вот у людей тут магазин платьев и гестхаус заодно. Ну, вот так вот тут бизнес люди делают. Универсальный бизнес. Ну, вот такие вот еще лавочки. Такие вот сувенирные. Да, но здесь они повыше цены. Вот там на этом рынке они чуть-чуть пониже цены. Вот так вот, видите. Бытовые сцены из жизни Бали, короче говоря.
такой вот чувак. Так, ну вот внимание к деталям, да, то есть. Ну, посмотрите, какие у него пальцы. Ну, в общем и целом, должен вам сказать, я очень рад, что я очутился на Бали. Я вообще ничего не знал о городе Убуд. Вот такая здесь выставка Сесилия Арт. Это, ну, я не знаю, это магазин, видимо, или просто какая-то галерея. В общем, вот некоторые свои работы они выставили вот таким образом. Ну, во всяком случае, мне нравится. Такие они немножко антропологические, но интересные, очень интересные. Здесь выглядит, да, вот так вот. Видите, вот такая вот. Нет, ну это скорее всего просто сувенирная лавка. Да, лавка искусства. Я думал, что какая-то галерея прям. Не, просто магазинчик. Такой арт-шоп. Ну вот, видите, какие тут картины красные. Такой поп-арт в перемешку с фолком. Это вообще какой-то брейгель. Балийский брейгель. Ну, вот это вот ничего, такая работа. Прям такая здоровская. Ну, думаю, что она переоцененная, скорее всего. Hello! Ну да, вот тоже сцены из балийской жизни. Fixed price. Вот fixed price. То есть фиксированные цены написаны. Ну, в общем, я потом как-нибудь спрошу, что какие они фиксированные. Фикс. Типа, чтобы не торговались. Вот тоже такая ловчонка. Ловчонка с соломенной крышей. Тоже очень довольно стильно соломенная крыша смотрится. Вот видите, вот такие вот переулочки, да, то есть, и там может размещаться много что интересного. Вот здесь есть хостел. Можно, кстати, попозже я, наверное, зайду в хостел. Корейский фуд. Надо зайти посмотреть, сколько тут стоит. Вообще здорово здесь или нет. Мой хостел неплохой. В нем есть определенный шарм. Но там нет воды, он не очень чистый. Там две девчонки убираются, ну так, лениво. Я бы не сказал. Называется мой хостел New Ubud Hostel. Если приедете, то прям в Грабе набираете New Ubud Hostel, и он прям покажет вам адрес.
Но так, за кэш 90, а если будете через году заказывать, там что-то 70 или 65к местных все-таки. Примерно так. Ну вот тут такие, видите, модельки. Модельки вот такие. Типа здесь все ищут просветление на Бали. Здесь очень много различных космоэнергетов, эзотериков, шизотериков. Вот, кто ищет подобное вдохновение, здесь прям для них прям рай. Вот такая неспешная атмосфера Бали. Убуда, вернее, Убуда. Ну, вот классное заведение. Петухи поют. Вот, я уже говорил, что многих людей раздражают петухи поющие. Ну, как-то меня не очень раздражают. Как-то меня это не сильно беспокоит. Вот всякие стройки, пробки. Вот это беспокоит. Ну, вот такие вот, ну, видите. Вот такой день. Сколько здесь пиццы стоит? 80к. Вот так вот. Вот такие люди ездят на мотиках. Так. Ну, там красивый. Раз. Она подорвалась ко мне, потом оглядела меня, поняла, что я чипняк. И развернулась. Так что местные жители, они как голуби. Голуби знают, у кого просить, как бы сказать. Также и местные жители знают, кому можно что продать, кому. То есть многолетний опыт. Вот так вот. Вот так вот скучно. А вот так вот. А вот так вот не ужас. И балийцы очень любят зелень. Они постоянно ее в горшках, везде, она у них везде. Несмотря на то, что здесь уже и так полно зелени, они, в общем-то, еще выращивают, да, то есть очень любят зелень. Различные цветы там. Ну, такие вот хомстеи, полно хомстеев, так что здесь, наверное, я думаю, от долларов 20-25 всегда можно что-то найти. Ну, если с бассейном, я думаю, наверное, долларов 40-50, ну, мне так кажется. Честно говоря, еще не уточнял. Потом сейчас эти цифры могут быть искажены, потому что сейчас не совсем сезон. Я попал сюда в дожди. И вообще меня целый год преследуют дожди. Я был в Непале в самое ужасное время года. В
Выехал из Индии тоже в ужасное время года, когда как раз были дожди, там где я жил. Приехал в Непал, и это 4 месяца самых плохих в году. Ну это вот по информации местных, да, то есть смотрю справки туристические по поводу Малайзии, когда не стоит ездить в Малайзию. Ноябрь-декабрь. Ну вот я там примерно это время и пробыл, да, то есть сейчас сюда приезжаю, то же самое. Ну, в общем, меня преследует дождь весь год. Так что человек дождя. Надеюсь, что в следующем году парадигма сменится. И мне будет вам что рассказать. Потому что в этом году... Вот сейчас мне очень трудно снимать видео. Вот вчера был дождь. Причем целый день я встал в 6 утра, а даже полшестого, и уже шел дождь. И он закончился примерно к обеду. И никакого желания, даже если он и уже и закончился, но уже снимать никакого желания нет, и потом довольно пасмурно. Хочется показывать красивую картинку. Ну и в том числе для своей памяти, потому что у меня никакой коммерции нет. Скорее всего, YouTube для меня просто видеохостинг с моим альбомом путешествий. Это более вероятно, чем какая-то там мифическая монетизация. Да, они практически ничего не платят. Еще есть трудности. Еще надо с тем, чтобы получить аккаунт, нужно, короче говоря, и еще бороться с алгоритмом, да, то есть это просто ужасно. Алгоритм это просто из людей делает очень тупых людей. То есть я объясню примерно, как это работает. То есть алгоритм подбирает вам видео на основе ваших как бы интересов, что вы смотрели до этого и что вы больше всего смотрели, где было удержание. Соответственно, вы все время смотрите то, что вам нравится, да, то есть и у вас развивается чрезвычайно некритическое мышление, да, то есть вы банально начинаете тупеть, просто тупеть. И когда вы сталкиваетесь с другим видением мира, у вас наступает просто шок, да, то есть у меня-то нет этой ситуации, мне приходится смотреть, у меня другие интересы в жизни, мне приходится смотреть все. И поэтому, как бы сказать, я знаком с разными точками зрения. А в целом, да, вот так вот алгоритм создает информационные пузыри. Я, честно говоря, не знаю, куда это заведет. Как-то это очень сложно промыслить. Ничего хорошего в этом нет. Я вам точно скажу, это какие-то одномерные люди, да, то есть. Ну, с другой стороны, надо понимать, что YouTube это, как бы так сказать, допустим, какие-то образовательные вещи, там, или там, не знаю, исторические, или вещи чему-то учащие, это, скорее всего, побочный эффект. У YouTube задачи нет вас развлекать или еще что-то. Ой, развлекать, говорю, учить. У него есть задача вас развлекать и держать. Ну вот, собственно говоря. И куча, так сказать, нарциссов и всяких недоумков выкладывают там всякую ерунду, а люди там пользуются ютубом для получения информации. Ну, по-моему, это ужасно. Там нет никакой информации. Какая информация может быть? Какая информация может быть у нарциссов, инфо-цыган и тому подобное? Александр. Вот наш. Да, здрасте. У меня рука занята, Александр, так что. Так, это мой влог. Мой влог продолжается. Так, ну вот оно заведение, 9 ангелов. Это такой вегетарианский буфет. Здесь нужно мыть посуду. Как бы, ну, при том, что это такой вот буфетик, он довольно стильный. Хотя он как бы, ну, по местным понятиям он чиповый. Хоть и чиповый, но довольно-таки
довольно-таки стильный. Все в балийском стиле. Все в балийском стиле. Вот наше место, оно свободно. Ну что, дорогие мои зрители, на сегодня мы попрощаемся. Продолжим, видимо, завтра.